оставляйте это пиво у себя в Литве, в Латвии. Зачем его везти? Я понимаю, что сейчас санкции и так далее, и нужно какое-то разнообразие пива. Но вот это вот, раз, два, три, четыре, пять, это полное говно. Белорусское пиво на голову выше, я имею в виду от топовых производителей. У нас на обзоре очередная партия пива. На сей раз это линейка литовского пива Kalnapis. Оно стоит у меня очень долго. Почему здесь Сенчу? Было пиво у меня на одном из обзоров, но в одиночку. Пив, второй вариант, я хотел отснять серию, но оказалось, что все это пиво производится на одном заводе в Литве, в Паневежесе, на одной из самых крупных пивоварен. По отдельности я что-то здесь пил как-то давно, Kalnapils не пил очень давно. На Ливу Сенчу я делал обзор. Быстренько погнали, что мы можем сказать. Так, первый вариант, это у нас Ливу Сенчу Алус. 0,5 бутылка, пиво светлое пастеризованное, Ливу Сенчу. Объемная доля спирта 5,0, экстрактивность начального сусла 9,9. В составе вода питьевая, ячменный солод, хмель. Как и в прошлый раз, я так и не понял, как они добиваются такого спирта при низкой экстрактивности. Я не думаю, что они морозят, я не думаю, что они добавляют спирт отдельно. Возможно, есть какая-то вторая засыпь, которая не указывается в экстрактивности начального сусла. То есть из 9,9 сделать 5,0, это любой даже домашний пивовар вам скажет, что это нереально. Итак, старый наш знакомый. Среднезернистая белая пенная шапка. Газация не сильно большая. Я бы сказал, даже небольшая. Средняя ближе к низкой. Аромат спиртуозит, мед, картонка. Много, очень много. На этот раз, кстати, больше по сторонке здесь. Очень плохо в аромате. Просто спирт, водопроводка, картон и мед. Пробуем на вкус. Кислит, пусто, водопроводка. До этого я ставил ему 4 балла, это меньше. Кстати, произведено 02.12.22, годно до 02.12.23. Год срок годности. Ужасное пиво. Ужасное пиво. Это балл в лучшем случае, я не уверен, что это допью. Второй вариант. Livo Traditional. Экстрактивность начального сусла 12,3, алкоголь 5,6. Тоже неплохо выражено. Тоже очень сильно, я бы сказал, выражено. В составе вода питьевая, ячменный солод и хмель. Стандартный состав. Также произведено в Литве. Да, наверное, все-таки латыши продали свой бренд литовцам. Я, конечно, не читал. Так, здесь что мы видим? Более темный цвет. Намного более серьезный темный цвет здесь. Пышнее намного пенная шапка. Здесь такой, прямо я бы сказал, здесь карамельный солод используется. Очень насыщенный темно-янтарный цвет в сторону венского пива. Пенная шапка гораздо выше. Карбонизация также умеренная. Что в аромате? Аромат менее пустой, но здесь меньше просто по сторонке. Также спиртуозит. Ни хмеля, ничего я здесь не слышу. Просто спиртуозная водичка. На долении, может, и есть какая-то солодовая, но здесь такой плохой солод. Региональные белорусы обычно такое делают. Пробуем на вкус. Сладко. На удивление сильно выражено. Спиртуозит на послевкусие. Везде спирт. Очень сильно спиртуозит. Как будто реально спирта добавили. То, что выбродили его очень сильно, это минус. Реально спирт бьет прям в глаза. Это плохо. Чуть кислит, спирт. Серьезно кислит на послевкусие. Изготовлено 02.12.23 года до 02.12.23. Плохо. Очень плохо. Это что один, что второй. Я не уверен, что это буду допивать. Так, и что? У нас Kalnapis.
То, для чего мы здесь собрались. Кстати, я неправильные бокалы налил. Ну ладно. Кальна Пилс в пинтах. Кальна Пилс Гранд Селект. В составе вода, питьевая, ячменный солод, ароматный хмель Селект, горький хмель, антиокислитель, диоксид серы. Экстрактивность начального сусла 12,4. Объемная доля спирта 5,4. Ну, Кальна Пилс тоже... Нет, кстати, Кальна Пилс более-менее нормально, адекватно выдержан. Наливаем. Это уже, смотрите, да, адекватная пенная шапка, самая большая, что сегодня была. Самая большая пенная шапка, самый красивый, яркий, такой золотой, прям я бы сказал бы, цвет. Да, вот с десяткой сравниваем. Десятка бледная. Здесь пока все очень хорошо. Довольно стойкая пенная шапка. Пробуем аромат. Пустой совсем аромат. Изготовлено, кстати, годно до 06.10.23. Изготовлено 09.01.23. Годно до 06.10.23. 10 месяцев у нас срок годности здесь. Тоже есть хмелек такой травяной, чуть-чуть на отдалении, пустовато. Кислинка. Я так думаю, что оно все с кислинкой идет почему-то. Пробуем на вкус. Кстати, пенная шапка, пока я нюхал, уже ушла. Была хорошая, но, как видим, не стойкая и рыхлая. Это пока лучшее по вкусу. Чуть солода, не спиртуозно. Хмеля нет на послевкусии, проваливается в воду. Но на глотке сладенькая водичка. Это балла 3, наверное, можно поставить. Дальше. Побежали дальше. Royal Select. Кальна Пилс. Светлое пиво пастеризованное, фильтрованное. Состав: вода, ячменный солод, карамельный солод, пшеница, ароматный хмель Селект, Эльдорадо сюда вкинули, горький хмель, антиокислитель, диоксид серы. Изготовлено 22.10.22, срок годности до 22.10.23. Здесь срок годности год. Горького хмеля Гранд Селекте я не нашел от слова совсем. Давайте маленький. Вообще-то ливу... Сенчу я хотел маленький. Ливу, но забыл. Так, тоже. Пенная шапка, очень крутая. Цвет очень похож на Grand Select. Я думаю, что не отличается. Вижу, что уже пенная шапка быстро падает. Также будет среднезернистая, белая, но не стойкая. Здесь в аромате чуть хмеля обратно же в траву. Солода нигде нет. Кстати, по алкоголю здесь 5,6. Начальный сусло 12,6. Это чуть спиртуозит. Чуть травки, печеньки совсем где-то на отдалении. Солод совсем не яркий. Пробуем на вкус. Это еще слаще. Также нету никакой горечи на послевкусии. Хмеля не слышно. Но и алкоголя не слышно. Сейчас попробуем 2 гранда вместе. Royal, вернее гранд сравнить. У Royal в ароматике есть какая-то кисловатая посторонка. Royal слаще. Прям сладкий и на вкусе, и на послевкусии. Очень сладкое пиво. Кто любит советские варианты маловыбраженного пива, вот оно. Вот этот вот может зайти кому-то. Пока ни в одном варианте нет у нас горчинки, хотя и заявлены такие довольно неплохие варианты хмеля. Так, давайте, у нас есть пилснер. Вот пилснер должен горчить. Пиво светлое пастеризованное, фильтрованное, Кальна Пилс Пилснер. Состав: вода, ячменный солод, ячмень, есть несоложонка, хмель, антиокислитель, диоксид серы. Зачем они везде пихают диоксид серы, как и вино, я немножко не понимаю. Дата изготовления 06.01.23, срок годности 03.10.23. Так же, как и у Grand Select, здесь 10 месяцев срок годности. Алкоголя 4,6, экстрактивность начального сусла 10,5. Все пиво очень выбражено, очень сильно. Так, наливаем. Пока не радует меня это пиво. Единственный плюс — это наконец-таки нормальные пинты, не российские, не 0,45. Так, более светлый цвет. Пенная шапка также очень хорошая. Мелкозернистая, есть задатки того, что все-таки она быстро не опадет. Здесь у нас хмель Магнум.
Они пишут везде хмель, 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 но даже в аромате хмеля нет. Пробуем на вкус. Солодовый, очень похож на обычного лежака чешского. Да, хоть убейте, здесь нету на послевкусии никакой горечи, вообще никакой. Обратно же кислит в аромате. Что-то травки, оно все почему-то кислит. Все пиво чуть-чуть кислит. Такая дрожжевая кислинка есть везде. Все, кстати, немножко везде оно все подмыливает. Через одно везде есть картон. Сейчас еще больше закислило, травка ушла. Нет, все-таки пенная шапка также не держится абсолютно. Да, в аромате кислит, а по вкусу сладкое. Это даже такой пилснер, может, в сторону немцев, но все равно на послевкусие даже у немцев есть немножко хмеля, а здесь его нет. Кстати, Магнум, по-моему, немецкий хмель, поэтому да, это, наверное, в сторону пилса, а не пилснера в чешском стиле. Не знаю, балла. Это, если рассматривать как лагерь, ну, балла 3, 2. Я не знаю, это плохо пока все. Вот оно стояло у меня, вот эти 4 пива Кальный Пилс, оно стояло у меня где-то месяца, с конца зимы, 4. Я не хотел его пить, я уверен, что его мало кто будет смотреть, и самому не хотелось пить. Ну вот, наверное, лучше бы я не пил. Итак, у нас White Select. Пиво светлое, пастеризованное, нефильтрованное. White Select. Состав. Вода, пшеничный солод, ячменный солод, хмель, дрожжи, антиокислитель, диоксид серы. Дата изготовления 24.10.22, срок годности 24.10.23. Год, срок годности. Экстрактивность начального сусла 11,8, объемная доля спирта 5,0. Наливаем. Это у нас пшеничка. Может, пшеничку научились делать. Хотя мало кто умеет пшеничку делать. Кроме там немцев, бельгийцев, которые неплохие бланши, французов делают мало хороших пшеничек. Но здесь все красиво. Все, так сказать, по ГОСТам, по нормам. Белая пенная шапка, высокая, газация хорошая, даже, наверное, сильная. Оранжевый цвет, белая пенная шапка, высокая, стройная. Спасибо. Спасибо, не знаю, покажет вам. Здесь карбонизация самая высокая. Аромат исключительно пшеничка, чуть банана, кислинка, затухлость. Сладости не особо я слышу. Пробуем на вкус. Это хорошо. Вот это, кстати, неплохо. Если честно, я не посмотрел, в каком стиле сделан он. Пшеничный ячменный солод. Мне, как не любителю пшенички, мне это очень нравится. Даже любителям пшенички, мне кажется, понравится. Довольно нажористо, плотно, сладко на послевкусии. Почти в сторону бланша, только нет то чуть вот банан есть, и даже цедра какая-то раскрывается вот сейчас. Угу. Вот сейчас пошла сладость приятная. Банан с цедрой цитрусовых. Да, очень крутой банан пошел. Вот ему надо было подышать этому пиву. Так, я уже чуть было не закончил обзор. Вот сейчас пиво раскрылось очень хорошо. Вот это я бы даже назвал бланшем. Я не удивлюсь, если они бланш, если это на самом деле бланш. И по составу они явно могли просто не указать какую-нибудь цедру, условно. Да, яркий банан. В любом случае это пшеничное. Яркий банан. Все, возможно, плотности немножко не хватает. Сладкая, вкусная, не спиртуозная. Да, сладость в аромате проявилась, бананчик. Кислота вот эта вот и затухлость ушла. Да, вот это хорошо. Вот это мне нравится. Вот это как любая пшеничка, очень хорошо. Итого, что мы можем сказать? Это баллов 7. Сейчас я перепробую все. Ливу Сенчу разочаровала очень сильно. Было у нее 4 балла я ставил. Сейчас это 2 балла. Это медовая, это посторонка. Да, балл. Их 2 за что? Я не уверен, что я буду допивать. Дальше. Традиционно Ливу Traditional. Темный какой-то цвет. Здесь какой-то карамельный солод. Карамельного нет? Состав вода, ячменный солод, хмель. Мне кажется, здесь карамельный солод появился. Здесь вот появилась карамелька. Но это
Это очень плохо. Вот это вот очень похоже на полоцкое пиво золотистое. Настолько оно плохо сделано. Кстати, Полоцкий завод продает государство. Grand Select. Тоже посторонка. Бал 2. Royal Select. Спиртит. Спиртуозности. И, кстати, здесь спиртуозность. Это все плохо. Это все плохо. Я не думал, что это так плохо. Пилснер. Кислота, чуть спирта появилась. Никаких хмелей. Здесь заявлены крутые хмеля. Магнумы, Эльдорадо. Я не знаю, ни на кончике там ножа его добавили. Его вообще нет. Белорусские варианты пива, они все пахнут лучше. Вот хоть убейте белорусское пиво. Да, даже вот я позавчера делал обзор на Бобруйский Бровар. Даже Бобруйский Бровар лучше пахнет. Не, бля, ребята, оставляйте это пиво у себя в Литве, в Латвии. Зачем его везти? Я понимаю, что сейчас санкции и так далее, и нужно какое-то разнообразие пива. Но вот это вот, 1, 2, 3, 4, 5, это полное говно. Белорусское пиво на голову выше, я имею в виду от топовых производителей. Там от Лийского, Оливарии, Краницы и даже Бобруйского Бровара. Потому что вот это вот все, это по 1 баллу, а вот это вот по 2 балла. Все, это больше нельзя ничего ставить этому. И это еще и импорт. Зачем такой импорт? Я понимаю, что сейчас куча ноунеймов еще привезут немецких, но вот просто не тратьте, пожалуйста, свои деньги. Для этого я снимаю обзоры. Вот это все очень и очень плохо. И раскрывшаяся в конце пшеничка. О, насколько на аромате это очень круто. За аромат я бы поставил вообще 8 баллов. Она прям бананом настоящим. Просто как наркоман, как токсикоман можно сидеть и нюхать. И вкус? Приятное послевкусие, мягкое летнее пиво. Класс. Ну вот, давайте так. Может, оно не зайдет фанатам прям такого немецкого, нажористого, плотного пшеничного пива, но кто любит мягкие варианты, бланши и так далее, пшенички, вот это бомба. Очень вкусно. Если это обычная пшеничка, не бланш, это вообще класс. Я не знаю, 8 баллов. Да, я сейчас буду его допивать. Это очень хорошо. Оно не кислит, я чуть поторопился, не дал ему раскрыться, оно сейчас раскрылось. Вот единственное пиво, которое из этой подборки можно покупать. White Select Cannibals. Вот это да. Вот это, на мой взгляд, это хорошая пшеничка. Чистая, аккуратная, вкусная. И даже зайдет не любителям пшенички вроде меня. Вот такие дела. Я не понимаю, зачем это. Вернее, я понимаю, зачем это везут в Беларусь. Типа якобы ассортимент увеличить. Но, ребята, не за счет такого ассортимента увеличивать. Это говно. Бал. 1, 2, 3. Это тоже по двойке. Вот это 8 баллов. Хоть убейте, это 7,5-8 баллов. Это очень хорошо. Пшеничка порадовала. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. У меня там осталось пару левых чехов, пару левых немцев. И наконец-то мы пойдем там в нормальное русло, в интересные пивасы, а не вот эти вот масс-маркетовское говно, вот это вот. Есть масс-маркетовское добро, вот это вот масс-маркетовское говно, в отличие от этого, это хорошо. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не рекомендую это пиво, за исключением пшенички White Select.